Можно ли превратить безжизненные пустыни в плодородные земли? Долгие годы пустыня была не более чем мертвым пространством, где жизнь была скудной, а выживание– борьбой за каждый ресурс. Вскоре после прибытия первых грузовиков с черноземом песок зашевелился. Крошечные росточки пробились сквозь темную пелену и проросли навстречу палящему солнцу. Это был тщательно отобранный учеными вид, устойчивый к засухе и способный быстро адаптироваться к новой среде. Всего за несколько недель ландшафт изменился к лучшему. Там, где раньше был только желтый песок, теперь лежал зеленый ковер. Насекомые, привлеченные новыми источниками пищи, начали заселять местность. Вскоре появились и первые птицы, которые запели на радость ученым, уставшим от тишины. Эксперимент доказал, что даже бесплодная земля может восстанавливаться. Однако в долгосрочной перспективе оставались вопросы. Сможет ли искусственно созданная экосистема выжить без постоянной поддержки человека? Это предстояло выяснить в будущем. Перед нами встала новая задача– мониторинг. Ученые кропотливо фиксировали изменения в составе почвы, плотности растительности и поведении животных. Важно было понять, как взаимодействует каждый элемент новой экосистемы и какие саморегулирующиеся процессы запускаются. Первые результаты были обнадеживающими. Почва обогатилась органическими веществами, образовался гумус. Растения не только выжили, но и активно размножались, распространяя семена на новые территории. Насекомые образовали сложную пищевую цепочку и привлекли больше птиц. Однако возникли и трудности. Нехватка воды, особенно в засушливые периоды, стала серьезной проблемой. Некоторые виды растений оказались менее устойчивыми, чем ожидалось, и требовали дополнительного полива. Конкуренция за ресурсы между различными видами также требовала внимания. В конечном итоге успех проекта зависел от способности экосистемы к регенерации. Если экосистемы окажутся достаточно устойчивыми, они смогут преобразить самые заброшенные уголки планеты. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.